Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я расскажу, как я вязала вот такую простую шапочку бини спицами. Эта шапка связана по мотивам довольно известной шапки от Кучинеля, и, наверное, только ленивый, в том числе и я, не сделал на эту шапку своего мастер-класса. Вот я решила исправиться. У меня связана шапка из пуха норки. Вот такая этикетка была у моей пряжи. 350 метров, 50 грамм. Мне потребовалось 2 таких моточка, значит, это было 100 грамм. Вязала я эту шапку в 3 нити пуха норки и одну топ-нить, которая идет в комплекте к пуху норки всегда. Здесь используются просто 2 вида резинок. Очень простая модель, практически вяжется без макушки. Вставлю фото от Кучинелли с магазинов, которые я смогла найти, и вставлю свои фото уже вот в этой шапке. В оригинале присутствует нить с пайетками, у меня такого нет, у меня чистый пух норки. По размерам у меня 55 сантиметров от головы, но вот пух норки очень плохо держит резинку, и фактически моя шапка вышла на больший размер, где-то приблизительно 56-57 тоже будет хорошо, но как мне кажется, и на моем 55 тоже, в принципе, смотрится нормально. По фасону у меня получился такой полуберет, полушапка. О том, какая у меня плотность, о том, какие замеры шапки в высоту, э, в обхвате. Об этом обо всем я расскажу уже в конце видео. А сейчас давайте начинать вязание. Для вязания шапки мне потребуется 2 комплекта спиц. Первый это 3 миллиметра, и им я вяжу вот эту резинку. Возможно, даже можно было взять еще меньший номер спиц. Второй это 4,5 миллиметра, и им я вяжу уже вот эту жемчужную резинку и всю основную часть шапки. Для набора мне потребуется контрастная нить и крючок. Беру спицу, беру контрастную нитку. Всего в круге у меня должно быть 88 петель, но крючком я буду набирать лишь половину. Вот так вот кладу и делаю одну петлю. Раз. Перебрасываю нить за спицу, делаю вторую петлю. 2. Перебрасываю нить за спицу, делаю третью петлю. И таким образом я набираю 44 петли. Петли набраны. По завершению провяжу еще несколько воздушных петель. Сделаю просто цепочку. Это для удобства, чтобы ничего не распустилось. И дальше перехожу к вязанию ниткой основного цвета. Беру свою основную нить и вяжу следующим образом. Петлю я провязываю лицевой и делаю накид. После этого снова лицевая, накид, лицевая, накид. И таким образом число петель из 44 превратится в 88. Вяжу так до конца ряда. Петли провязаны, но тут пока 87 петель, потому что заканчиваю я лицевой, а не накид. Дальше продвигаю все эти петли к другому краю. И здесь сначала вот этот вот хвостик я беру и им делаю в начале накид. Вот это будет 88 петля. Теперь число петель 100% удвоилось. И дальше вяжу несколько рядов полой резинки. Итак, вот эту первую петлю, которую я только что сделала накидом, я провязываю изнаночной. Здесь пока все очень туго и очень неудобно. Стараюсь подтягивать и нити, и петли. А следующую петлю, она лицевая, ее снимаю не провязанной, нить за работой. И работаю так в этом ряду. Накиды я провязываю изнаночной, я делаю классическую изнаночную, а лицевые снимаю нить за работой. Классическая изнаночная, лицевую снимаю, нить за работой. Классическая изнаночная, лицевую снимаю, нить за работой. Классическая изнаночная. То есть в этом ряду я провязываю только изнаночные петли. И вяжу так ровно один ряд. Опять снимаю, изнаночная, снимаю, изнаночная.
Первый ряд я провязала, и дальше будет второй ряд. Здесь все наоборот. Теперь изнаночную я снимаю. У меня ряд начинается с изнаночной. Нить перед работой, а лицевую провязываю лицевой. И опять изнаночную снимаю, лицевую провязываю лицевой, изнаночную снимаю, лицевую, лицевой, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Так работаю до конца ряда. Провязала, и теперь третий ряд. Здесь снова провязываются изнаночные петли, то есть изнаночную провязываю изнаночной классической, лицевую снимаю, нить за работой, изнаночную провязываю, лицевую снимаю, нить за работой, изнаночную провязываю, снимаю, провязываю, снимаю. Так работаю до конца ряда, и на этом число рядов полой резинки у меня будет закончено. Вязала я 3 ряда полой резинки и дальше перехожу на вязание обычной резинки. То есть здесь провязываю и изнаночную, и лицевую. Напоминаю опять-таки, что все петли я вяжу классикой. И в этом ряду можно уже удалить контрастную нить, она больше не нужна, и она больше не, ну, как бы, н- она свою роль отыграла, и теперь она только мешает, она стягивает полотно. То есть если она вам мешает, то просто вот дергаете за хвостик, и здесь вот эта нитка легко удаляется. И таким образом дальше я вяжу все ряды. Это будет просто обычная резинка 1 на 1, где-то сантиметров 5. Провязала я обычной резинкой 1 на 1 в высоту 12 рядов. Дальше я возьму другие спицы. Это будет номер 4,5. И начну вязать жемчужную или полупатентную резинку. Маркер перебрасываю. Как вяжется полупатентная резинка. Первый ряд. Я снимаю изнаночную с накидом. Видите, нить на спице. Лицевую вяжу лицевой. Снимаю, провязываю. Снимаю, провязываю, снимаю, провязываю. Работаю так ровно 1 ряд. И теперь второй ряд жемчужной резинки. Маркер снова перебрасываю. И здесь ту петлю, которую я снимала с накидом, это была изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Все петли вяжу классикой. Следующую провязываю лицевой. Опять изнаночную с накидом изнаночной, лицевая, изнаночную с накидом изнаночной, лицевая. И вот из этих двух рядов и будет состоять жемчужная или патентная резинка. Повторяю эти 2 ряда дальше на нужную высоту. Связала я высоту этой жемчужной резинкой 57 рядов. И на данный момент это получается приблизительно 24 сантиметра. Мне это будет достаточно. И дальше я сделаю небольшую макушку, то есть я начну делать убавки. В оригинале, мне кажется, там нет убавок, но я все-таки сделаю несколько рядов убавок. Возможно, и в оригинале есть несколько рядов убавок в самой макушке для того, чтобы ее стянуть без дырочек. И в этом ряду я вяжу так. 2 лицевой, то есть лицевую и изнаночную с накидом я провязываю вместе, поэтому и говорю 2 лицевой. Хотя здесь на самом деле 3 нитки вы видите вместе, да? 2 вместе, изнаночной. Опять 2 вместе, лицевой, 2 вместе, изнаночной. Число петель по завершению этого ряда уменьшится вдвое. То есть у меня было 88 петель, а станет их 44. Работаю так, полный круг. Провязала я этот ряд, число петель у меня уменьшилось, и дальше свяжу еще 1 ряд по рисунку, как мы вязали до этого. Лицевая, изнаночную снимаю с накидом. Лицевая, изнаночную снимаю с накидом. Лицевая. И так работаю 1 круг. И следующий ряд будет опять лицевая, изнаночную с накидом вместе. Лицевая, изнаночную с накидом вместе. Так, работаю еще 1 круг, встречаемся там и покажу, как стягивать уже макушку. Теперь про макушку. Макушку я буду стягивать иголкой. Здесь оставляю ниточку, ну, достаточную для стягивания. Слишком длинную не оставляйте, слишком короткую тоже.
И макушку я буду стягивать в 2 витка, потому что число петель все таки здесь еще достаточно большое. И вот такой лайфхак, как стягивание макушки в 2 витка, здесь очень даже пригодится. Итак, смотрите, прям той же самой ниткой, которую я вязала, я беру и снимаю лицевую на спицу, на иголку точнее, да, изнаночную на спицу, лицевую на иголку. Ну, можно оставлять, допустим, если неудобно, мне вот неудобно, ну ладно, сделаю так. Изнаночную снимаю на спицу, лицевую на иголку. То есть я вставляю в иголку каждую вторую петлю. Эту на спицу, эту на иголку. Можно, наверное, делать вот так. В принципе, иголочка у меня довольно тонкая, и здесь она может легко входить, как бы не снимая петель со спицы в петли. Так, я прохожусь один круг. Сначала вставляю иголку в только лицевые петли. Так, теперь давайте я переведу все изнаночные, что я не сделала в одно движение. То есть здесь сбрасываю петли, изнаночные кладу на спицу. И теперь у меня на спицах остались только изнаночные, на нитке только лицевые. И дальше я делаю второй виток. Теперь снимаю на иголку. Оставшиеся петли это были изнаночные. Так. Таким образом, даже когда у вас большое число петель в макушке, в 2 витка они сойдутся без дырочек, без отверстий. И здесь будет очень легко их стянуть. Макушка будет красивой. Не нужно будет как-то там хомутать, зашивать эту макушку. Знаете, иногда можно встретить на ютюбе. Так, последние петли. Сперва надо затянуть нижний виток, затягиваю и теперь второй виток тяну. И так до предела, да? Опять. Здесь у меня, точнее, получается не нижний, а верхний, наоборот, потому что я с лицевых петель начала. Затягиваю и затем уже тяну за основную нитку, затягиваю нижний круг. Здесь нитка не очень скользкая, она все-таки пушистая, поэтому вот стянула я в итоге оба витка. Это лицевая сторона. В принципе, с изнаночной стороны тоже все достаточно аккуратно. Здесь тоже аккуратная резиночка получается. Можно использовать шапку как двустороннюю. Вывела иголку наизнанку, и здесь я пройдусь и еще иголкой один круг, пока петлю вот так вот держу, для того, чтобы просто зафиксировать эту ниточку. Затягиваю и делаю узелочек. Все, дальше хвостик я прячу в вязаном ряду вот такими вот движениями. Начальный хвостик получается тоже один, тоже с изнаночной стороны, с вот этой. Прокладываю вот так вдоль косички и делаю ВТО, и шапка готова. Шапка моя на этом готова. Вот такая она получилась. Вот макушка. То есть, в принципе, кажется, что макушка стянута в один ряд, все петли, но все-таки здесь и есть убавки. У меня размер получился довольно, ну, универсальный. У меня 55, смотрится хорошо, но подойдет и на больший размер. Тут есть как бы пространство. Шапка готова, и ее замеры.
Здесь приблизительно 24 сантиметра, да, резинка, ну, где-то 23, и в высоту от макушки, ну, здесь где-то 25, наверное, с половиной. Про плотность. Если я вот так в нерастянутом виде измеряю резинку, то у меня получается раз, 2, 3, 4, 5, 6. У меня получается здесь 17 петель в 10 сантиметрах на основном узоре, на жемчужной резинке. И в резинке, которая идет по краю, в самой резинке у меня получается в 10 сантиметрах. Здесь, наверное, где-то 19 петель в 10 сантиметрах. Вот такая у меня плотность, да. Здесь 17 петель в 10 сантиметрах, здесь 19 петель в 10 сантиметрах. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео, мастер-классов. Спасибо за внимание. Пока-пока.